Всем привет! Я только что посмотрела Adobe Max, это такая креативная конференция от Adobe, и на ней была представлена новая версия Photoshop, а именно Photoshop 23 версии, ну или 2022 года, называйте как хотите. И, конечно же, я как любитель Photoshop не могла пройти мимо, и сейчас я расскажу вам про все новые функции в новой версии Photoshop. Эта версия уже доступна для использования для тех, у кого есть лицензионная подписка, и поэтому прямо сейчас я смогу вам продемонстрировать то, как это работает. Ладно, все, больше не будем тянуть, погнали смотреть, что добавили новенького в Photoshop. Ну и вот так выглядит новая версия Adobe Photoshop. Внешне все так же, как и в прошлой версии. И вряд ли в ближайшее время нам завезут обновление интерфейса. Многие почему-то считают его уже устаревшим. Как по мне, так он просто привычный, в нем нет ничего плохого, здесь все понятно тем, кто этим пользуется. Но вместо этого вы можете заценить новую заставочку, которая будет встречать нас каждый раз, когда вы будете запускать эту версию. И вот так она выглядит. Итак, перейдем к первому нововведению. И опять Adobe улучшают функции выделения. В этот раз они затронули Object Select Tool. Напомню, что этот тип выделения находится вот в этом месте, и выглядит он вот так. И как вы видите, здесь появились новые настройки, которые мы теперь можем активно применять. И самая главная вещь, которую здесь изменили, добавили Object Finder. Это вот такая галочка. К ней относится еще несколько настроек. Как вы помните, раньше это выделение работало следующим образом. Мы могли выбрать область выделения и как-то вот выделить, например, объект, после чего нейронка автоматически определяет края и выделяет нам этот объект. Теперь же все стало немножко проще, потому что нажимая эту галочку, Photoshop автоматически при наведении на какие-то объекты, которые он распознает, начинает их подсвечивать и показывать вам, какую область он выделил. Вот, например, я навожу на разных котят, и видно, как они все подсвечиваются. И это очень классно, потому что я могу одним кликом выделить котенка. Можно даже посмотреть, как это будет выглядеть. Да, не совсем удачно, но если вспомнить, что у нас есть инструмент, который позволяет уточнять края, выглядит это очень классно, тем более, что это делается в один клик. Также помимо возможности вот так по порядку подсвечивать все объекты, вы можете выделить сразу все объекты в нашей сцене. Для этого нужно нажать вот на эту кнопочку, и она автоматически выделит сразу все объекты, которые определяет Photoshop. Для этой кнопки также сделали шорткат, и зажимая клавишу N, вы будете видеть, как все объекты выделяются. То есть не обязательно нажимать вот на эту кнопку, можно просто кликать N и видеть, какие объекты в сцене у вас могут выделиться. Ну и после этого мы можем вот так вот через Shift на все кликнуть и все выделить. Красота! Ну и здесь еще есть вот эта кнопка Refresh, которая помогает как-то перерасчитать и обновить вообще действие вот этого Object Finder, чтобы определить, какие объекты есть в сцене. На конференции уточняли тот факт, что этот тип выделения может работать, не совсем хорошо иногда. И тут видно, что все-таки не выделяются некоторые участки, которые едва различимы, но при этом вы в любой момент с помощью шифта можете использовать стандартное вот это выделение с помощью рамочки и, например, добавить здесь этот кусочек. Примерно вот так. Также добавили еще одну функцию, связанную с этим инструментом. Например, бывают ситуации, когда на одном изображении у нас несколько объектов, и нам нужно их как-то выделить и раскинуть на разные слои с масками, чтобы каждый объект был отдельно на своей маске, на своем слое. Это тоже теперь все оптимизировали, делается это все в один клик. Для этого мы нажимаем вот на эту кнопку, чтобы выделить все объекты. После чего мы кликаем на этот слой, и здесь появляется вот такая новая функция, называется Mask All Object. И как вы видите, буквально за секунду у меня создается папка, в которой есть маски каждого объекта, и это очень классно. Единственное, что я не понимаю, почему бы не сделать, чтобы тут сразу добавлялись слои, потому что нужно их вот так вот перетаскивать в группу, чтобы маски применялись. И вот так получается, что каждый объект уже просто находится со своей маской на отдельном слое, что очень удобно и что сильно ускоряет процесс работы, если нужно вот так вот делить объект. Понятное дело, на моем примере, возможно, работает это не так хорошо, но то, что показывали на конференции, примеры, которые были там, особенно с людьми, работают очень классно. Просто посмотрите на это. Следующее, что добавили в Adobe Photoshop, наверное, будет очень полезно тем, кто занимается дизайном, созданием логотипов и, в принципе, работой с вектором, особенно в Adobe Illustrator, потому что теперь вы можете спокойно переносить объекты из Adobe Illustrator в Adobe Photoshop. Для этого нужно просто зайти в Illustrator, выделить нужные вам объекты, скопировать их и просто вставить в Photoshop. И они вставятся со всеми данными о кривых, шейпах, и это будет очень удобно, если вам в дальнейшем нужно дорабатывать это все в Photoshop. Лично я не работаю с векторной графикой, но мне кажется, для тех, кто использует и Photoshop, и Illustrator, это будет очень крутой функцией. Ну и настало время поговорить о самом тяжелом, что нам нужно будет принять.
Машинное обучение захватывает все. Нейронки, все фильтры, которые основаны на их работе, все чаще и чаще появляются в нашей жизни, и нужно этого не бояться, нужно учиться это использовать, и сейчас я покажу вам обновление нейронных фильтров в фотошопе. И первое, что поставило меня в небольшой тупик, потому что буквально недавно я делала это на курсах в качестве домашнего задания. Нам нужно было одну фотографию переделать в сеттинг другой фотографии, то есть сделать другую атмосферу, другое освещение, возможно, другую погоду. И все я это делала ручками. Но теперь с помощью нейрофильтров вы можете делать это буквально в один клик. Нейрофильтр находится вот в этой вкладке. Как вы видите, здесь добавили 3 новых. И начнем мы с Landscape Mixer. Сейчас я его скачаю, потому что все фильтры требуют установки. Итак, что же здесь происходит? У нас есть наше изображение, которое мы будем менять с помощью этого фильтра, и у нас есть пресеты. Это изображение, которое мы можем использовать. Также у нас есть возможность подгрузить свое изображение. Для этого нужно перейти в вкладку Custom, и либо выбрать какой-то слой, который у нас есть в нашем файле, либо загрузить новое изображение. Для этого нужно нажать на эту кнопку. И здесь мы можем выбрать фотографии, из которых мы хотим брать референс. Но мы, пожалуй, пока воспользуемся пресетами и посмотрим, что же произойдет. Применяем фильтр, происходит вот такая загрузка, и, как вы видите, наша картинка стала зимней. Не могу сказать, что это выглядит очень хорошо, но представьте, если переделывать это все ручками, я бы потратила просто огромное количество времени. Хотела я сказать, что мы можем попробовать применить другой пресет, и у меня завис Photoshop. Как вы видите, работает пока не очень хорошо. Итак, попробуем еще раз и применим для этой же картинки какую-нибудь другую атмосферу, например, такую мрачную. Посмотрим, что из этого получится. Опять происходит загрузка, и моя картинка превратилась вот в такую каменную какую-то пустыню с этим замком. И на самом деле, мне кажется, если подбирать какие-то подходящие картинки, может получаться просто мега крутой вариант. На конференции было сказано, что этот фильтр можно применять не только к фотографиям, но и к артам, чтобы получить, возможно, какой-то необычный эффект. И давайте просто ради примера попробуем применить ее на одну из моих работ. Она довольно фотореалистичная. Я надеюсь, что мы сможем сделать что-нибудь интересное, хотя здесь цвета довольно необычные, и я боюсь, что нейронка будет к такому не подготовлена. Photoshop опять завис. Итак, я уже успела обнаружить один баг, и при втором применении нейрофильтра с пейзажами происходит вот такой краш. Надеюсь, что в ближайших обновлениях это точно пофиксят. Итак, попробую сделать все-таки зиму из моего арта после перезапуска, и вот что получилось в итоге. В то же время на конференции показывали довольно интересные примеры, где из относительно простых пейзажей получается действительно что-то крутое и что-то, что можно использовать. Это очень круто, и если это будет и дальше развиваться, мы сможем делать, не знаю, одну работу, а потом делать несколько вариаций ее просто в разных цветах. Мне кажется, это очень классно для концепт-художников, которые работают в кино, и, например, они делают какую-то сцену, какой-то кейфрейм, и потом им нужно показать заказчику разные варианты этой сцены. Вот понажимали фильтры, немножечко обрисовали, и все готово. По-моему, это очень классно. Но пока требует доработки, потому что вылетает, ребята, это как так? На презентации также показывали, что Landscape Mixer может применяться к фотографиям, на которых есть люди, и то, что с ними он тоже работает довольно неплохо, это довольно интересный момент. Это были все нейрофильтры, которые будут добавлены в этом году. Но Adobe не забыли про старые фильтры, и по их словам, они теперь все стали работать чуточку лучше, чуточку оптимизированнее, и все в этом духе. Также, как я поняла, немного поменяли Depth Blur, это размытие по глубине. Теперь он тоже вроде работает намного лучше, приятнее. И также здесь появились какие-то дополнительные настройки, которые позволяют лучше использовать этот фильтр. Например, можно только размыть, можно добавить дымку по глубине, то есть воздушную перспективу. И смотрится это в целом довольно хорошо. Ну и можно еще подредактировать цвета. И следующее обновление, которое представили, может повергнуть в шок тех, кто вписывает объекты, потому что в нейрофильтрах появился фильтр, который называется гармонизация. Наверное, так. Давайте будем называть его так. Этот фильтр подгоняет одну картинку по цветам к другой. В демонстрации показывали вот эту картинку, и девушку вписывали по цветам к этой осени. Давайте посмотрим, что получится у меня с моими фотографиями и то, как это работает на самом деле. Для демонстрации я взяла вот такую девушку и фон. Девушку я предварительно вырезала, и давайте посмотрим, как работает фильтр. Находится он вот здесь, называется Harmonization. И сейчас попробуем его применить. Как вы видите, здесь нужно выбрать слой, к которому мы будем подгонять наш объект, к которому применяем этот фильтр. Мы выбираем наш дальний план
И вот что получилось. Тут еще можно дополнительно как-то редактировать все цвета и что-то настраивать. Также можно увеличивать и уменьшать силу эффекта. И в целом, как вы видите, получается довольно неплохо. В принципе, мне кажется, можно использовать это за основу и в дальнейшем уже как-то редактировать. Как вы видите, у нас создался новый слой. И вот что было до применения этого фильтра, и вот что случилось после. Неплохо, неплохо. Кажется, теперь станет еще больше людей, которые берут деньги за смену фона. Но вы-то должны быть умнее, так что делайте это сами. Особенно, когда это делается в один клик. Еще был представлен нейрофильтр, который переносит цвета с одного изображения на другое. И выглядит он примерно так же, как Landscape Mixer, то есть у нас есть наша картинка, на которую мы хотим применить цвета, и есть пресеты с какими-то крутыми необычными сочетаниями цветов. Как вы видите, пресеты работают действительно очень быстро и меняют буквально сразу цвета нашей картинки, превращая ее в какую-то новую по цветовым сочетаниям, и это довольно интересно. Попробуем сделать здесь такой закат, посмотрим, что из этого получится. Да, с замком работает уже не так хорошо, как с предыдущей фотографией. Видимо, это такая не совсем удачная фотография. Единственное, что я хочу сразу отметить, что применяется эффект прям очень быстро, и это классно. Также здесь опять можно выбрать изображение кастомное, то есть подгрузить какое-то свое изображение и подогнать уже к нему по цветам все. На презентации тоже показывали очень классный пример, где меняли атмосферу у гор, и работает это действительно прикольно. Но, как вы понимаете, нужно подобрать подходящие фотографии, с которыми это будет работать хорошо. Кстати, стоит заметить, что эти два фильтра уже не крашатся, что как бы классно, потому что Landscape Mixer почему-то вылетает. Я надеюсь, что это пофиксят, но с этим уже можно работать. Так, перейдем к следующим изменениям, и следующее изменение затронуло градиенты. Их сделали более живыми, более правильными, более естественными, называйте как хотите. На презентации это демонстрировали на примере красно-зеленого градиента, где в стандартном создании градиента появляется такая коричневая полоса, и она всегда до этого была, потому что так и работало смешение цветов. Конечно же, многим это могло не нравиться, потому что хотели получать какие-то более чистые цвета, и Adobe это сделали. Теперь здесь можно выбрать метод отрисовки градиента. И если в классическом градиенте появлялся вот этот вот коричневый цвет, то в двух новых типах его уже нет. И, возможно, теперь вы можете использовать какой-нибудь другой градиент, чтобы он работал еще лучше и делал цвета чище. Также одним из изменений стало то, что Adobe начала лучше работать с различными языками, например, арабским, китайским, японским. Теперь это все улучшили, и теперь ты можешь спокойно работать с новыми языками, которые теперь тоже поддерживаются. Конечно же, как сказали Adobe, они еще больше оптимизировали работу самого приложения, перенесли больше функций на GPU, что позволяет ускорять работу многих функций. Например, Oil Paint теперь работает в режиме реального времени, то есть вы, редактируя ползунки, можете увидеть, как сразу меняется картинка, и не смотреть все это на маленьком превью. Это очень удобно. И это классно, что Photoshop становится производительнее, быстрее. Конечно, грустно, что системные требования при этом растут, но я думаю, что мы с этим как-нибудь справимся. Также одной интересной фишкой для тех, кто пользуется лицензией, стало то, что теперь работы можно комментировать. Еще в прошлых версиях ты мог загружать спокойно свои работы в облачное хранилище, делиться, но теперь ты можешь приглашать каких-то людей в свой проект, он будет видеть процесс твоей работы, он может его редактировать, сохранять на облако, и ты будешь видеть эти изменения у себя потом, а также он может комментировать твою работу, и это очень классно, наверное, для работы в каких-то компаниях, работы с фидбэком, работы с справками. Вообще, это крутая фишка для тех, кто работает с этим, потому что теперь можно буквально взять свой проект, который у вас есть, поделиться со своим лидом, скинуть ему ссылочку, он будет у тебя здесь отображаться в проекте, он может по ходу комментировать твою работу. И это довольно интересно. Жду момента, когда можно будет одновременно двум людям что-то делать, хотя я тяжело представляю, как это может получиться. В целом, это были все основные функции, которые добавили в Photoshop. Пишите обязательно в комментарии, какая функция понравилась вам больше, и как скоро машины захватят нас и начнут делать за нас всю работу. Обязательно делитесь этим видео с другом, потому что ему уже пора обновиться с CS6 и начать использовать все эти фишки, и перестать тратить время на действия, которые уже того не требуют. Это делается буквально в один клик. Ах да, очень много всего добавили еще в Photoshop для iPad, и если вы хотите узнать об этом, пишите об этом тоже в комментарии, я, может быть, даже сделаю об этом отдельное видео. На этом у меня все. Большое спасибо вам за просмотр. Смотрите другие видосы у меня на канале, потому что у меня есть гайды, разные видосики рафляные, разные видосики, где я что-то делаю, показываю, как это делать. В общем, много чего интересного вам может понравиться. Удачи вам в творчестве. До встречи в следующем видео. Пока!